Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я расскажу вам про платную программу CheetAtool. Это программка для разблокировки смартфонов на процессорах Spectrum, Qualcomm, MediaTek и Exynos. Это довольно хороший конкурент для программы UnlockTool. И та, и другая программка стоит за год примерно одинаково. И у той и у другой программы довольно часто приходит обновление, примерно 2-3 раза в месяц. Маленькая просьба, прежде чем задать вопрос, прочитайте описание к данному видео и комментарии других пользователей. Возможно, на ваш вопрос уже есть ответ. Итак, приступим. Давайте посмотрим на интерфейс. В левой части у нас окно логирования и строки для выбора портов. В правой части у нас выбор брендов и процессоров. Давайте подробно посмотрим каждую вкладочку. Так, первая вкладка MediaTek и 3 подраздела Series, Flash и Read. Read для чтения прошивки, для создания бэкапа прошивки с телефона. Нужно в тех случаях, если у вас какой-то редкий телефон, вам нужно, например, получить root права, но в интернете нету прошивки в общем доступе. Соответственно, перед тем, как что-то делать, вам надо сделать резервную копию. Я пробовал на свежем телефоне Realme C25s. CheetAtool не смог сделать резервную копию всей флеш-памяти. А вот UnlockTool смог. Ну, вот какие-то модели умеют делать резервную копию, какие-то нет. Раздел Flash. Тот же самый SP Flash Tool, но с небольшими доработками. Если заглянуть в раздел Firmware Type, мы увидим, что можно выбрать Skater файл. Это как бы стандартный заводской файл с указанием разметки, куда какой раздел шить. Skater файл используется для прошивок через SP Flash Tool. eMMC Data. Точно не уверен, но я думаю, это бэкапы от JTAG, Медузы и тому подобных JTAG программаторов. OFP это формат для смартфонов Oppo и Realme. Самсунговский TAR формат, то есть можно воскрешать кирпичи фирмы Samsung с процессорами MediaTek, на которых затерли загрузчик. И CHT Firmware это формат программы CheetAtool. В разделе Series у нас в одном выпадающем списке бренды, во втором модели. Два минуса такого расположения интерфейса. Во-первых, вам надо гуглить, искать какой процессор в той или иной модели. А во-вторых, если обратите внимание, модели здесь расположены не по алфавиту. И надо 2-3 раза прокручивать, чтобы понять, есть ли эта модель или нет. В разделе General Service у нас тут есть вот такие кнопочки. Чтение информации по ADB протоколу, чтение информации в режиме прошивки, сброс FRP в BROM режиме, то есть в режиме прошивки, сброс FRP в режиме ADB, кнопочка FixDM Verity поможет вам, если пытались, например, разблокировать загрузчик, получить root права, иногда на смартфонах выходит такая табличка. Disable PageOA and MDM – это обход блокировки путем замораживания программы, которая отвечает за MDM блокировку через ADB отладку. Только один вопрос. Как включить отладку, если блокировка уже сработала? Fix Orange Message – то же самое практически, что и FixDM Verity. Тоже часто возникает эта ошибка, когда пытаются разблокировать загрузчик нестандартными методами. И Enable MTP через ADB протокол вообще очень редко используется. Это для тех, у кого не включается режим передачи данных с телефона на компьютер. Можно включить отладку по USB и потом поменять режим зарядки на режим передачи данных. Чуть не забыл самое интересное. Давайте посмотрим, что умеет эта программка делать с телефонами Xiaomi.
Вот такой вот у нас списочек моделей: Poco X3 GT, Redmi Note 11T Pro Plus, Note 11 SE, Note 11s 5G, Redmi 10 5G, Redmi K50, Poco C31, M4 Pro, Redmi 6 6A, Mi Play, Note 8 Pro. И вот, собственно, есть у нас и обход Mi аккаунта, и отключение Mi сервисов. И разблокировка загрузчика. В принципе, по МТК части эта программка ничем не уступает Unlock Tool. Именно в плане Xiaomi на МТК процессорах. Давайте посмотрим, какие модели Oppo поддерживаются. Тут довольно большой список. Я по памяти, к сожалению, не скажу вам, какие модельки новые, какие старые. Ну, где-то 2 десятка моделей на МТК процессах поддерживаются. Realme тоже часто бывает на МТК процессах. Narza 50A, довольно свежая моделька, около года назад выпущена. И вот довольно большой список моделей поддерживаемых. И заодно давайте заглянем, что там у нас с поддержкой смартфонов Samsung. Samsung у нас MDM, Lost, восстановление бута, удаление FRP блокировки, Orange Message, TM Verity. Хорошо. Так. Модельки А12 во всевозможных конфигурациях, А21, А22, А31, 32, А013, А41, какие-то Е225, даже в руках никогда не держал. Кое-что из М-серии, М013, 017, М022. Кое-что из планшетов, 4 модельки. А13, А14, А34 и А10s. Ну, да, все довольно свежие и актуальные модели. Раздел формат. Здесь у нас 6 разных кнопочек для того, чтобы делать сброс настроек до заводских на таких смартфонах, в которых либо нет меню Recovery, либо меню Recovery защищено экранным паролем. В каких-то смартфонах достаточно отформатировать раздел User Data, в каких-то надо форматировать раздел Miska или Para. Вот. Это все индивидуально. Не нажимайте, если не уверены в правильности выбора. Перед тем, как что-то стереть, всегда подумайте, как сделать резервную копию этого раздела и записать обратно. Это касается не только смартфонов с МТК процессорами, это касается всех смартфонов. Unlock Log. Эта вкладочка нужна для разблокировки загрузчика. Здесь 3 кнопки. Третья кнопка блокирует загрузчик, если он был разблокирован. Первая кнопка нужна, я так понимаю, для временной разблокировки загрузчика до первой перезагрузки. А вторая кнопочка нужна для того, чтобы разблокировать загрузчик на постоянной основе. Вы спросите, зачем разблокировать загрузчик до первой перезагрузки? Ну, например, на смартфонах Huawei с кириновскими процессорами вы временно разблокируете загрузчик, у вас появляется режим черный фастбут, вы стираете FRP, телефон включается, загрузчик блокирован, FRP блокировка стерта,
и как бы пользуйтесь дальше. А на постоянной основе загрузчик надо разблокировать, если вы ставите какую-нибудь кастомную прошивку, TVRP Recovery, root и тому подобное. Скринлог. Вряд ли вам когда-либо получится воспользоваться этой функцией, потому что работает это все только на смартфонах с незашифрованными пользовательскими данными. Unencrypted так и переводится, незашифрованный. Таких смартфонов в продаже нету. Последняя версия Android, в которой данные не были зашифрованы, это Android 5, далекий 2015 год. Таких смартфонов уже не приносят в ремонт, они все сломались. А если даже и не сломались, то людей, желающих вытащить из таких телефонов данные, практически нет. Единственная интересная кнопочка Remove User Logs Encrypted User Data, это в переводе означает убрать пользовательскую блокировку на зашифрованных данных. Я проверил на том же смартфоне Realme C25s, и у меня вышла ошибка Orange Message. Да-да, та самая ошибочка, о которой я только что говорил, и как бы заодно я проверил, да, функция Remove Orange Message в этой программе нормально работает. Раздел Repair для восстановления email номеров. Я лично не проверял. В интернете не находил инструкций. Вот, тут маленькая пометка о том, что изменение email номера это преступление, преследуется по закону и так далее. Используйте на свой страх и риск. Насчет работоспособности не знаю, не проверял, не было возможности, поэтому ничего говорить не буду. Security. Bypass AUS – это обход сервисной авторизации при прошивке смартфонов на МТК процессоре. Временные root права получают через ADB протокол, наверное, для того, чтобы делать резервные копии каких-то разделов. Restore Backup, не знаю, что за бэкап, тоже не сталкивался. Pro RPMB. Эта функция нужна в тех случаях, если вы меняете флеш-память. Это такая блокировка для того, чтобы вы не могли менять флеш-память. Если кратко, в двух словах, то раздел RPMB в себе хранит некий ключ для того, чтобы процессор давал команду на запуск телефона. Если вы ставите флеш-память от другого телефона, и там прописан другой ключ в разделе RPMB, то телефон не запустится. Раньше этот раздел был защищен от записи, его нельзя было не считать, не стереть, не записать. Теперь многие программки умеют это делать, ну, по крайней мере, на смартфонах с процессорами MediaTek. Давайте посмотрим, что эта программа умеет делать со смартфонами на процессорах Qualcomm. Здесь также три вкладки. Вкладка Read нужна для того, чтобы делать резервные копии прошивки. Здесь есть авторизация Xiaomi, стоит 5 кредитов. Вкладка Flash. Здесь не просто скопировали функционал программы KPST, но немножко улучшили его. Программа понимает и обычный формат, когда надо указывать файл rawprogram.xml и patch.xml, но еще умеет шить бэкапы eMMC Data. Также умеет прошивать OFP формат. Формат прошивки для Oppo и Realme. Есть вариант прошивать CHC firmware, это формат программы Cheetah Tool. Ну и Huawei-овские прошивки. То есть распаковываете update zip, вытаскиваете из него 6 файлов, указываете в нужные поля и шьете. Для смартфонов Xiaomi предусмотрена авторизация. Соответственно, стоит это 5 кредитов, как я уже и говорил. В разделе сервис самое интересное это поддержка новых Huawei. И вот что эта программка умеет. Разблокировать Huawei ID на новых моделях. Устранять проблемку чип поврежден. MDM блокировку якобы умеет убирать, проверять здоровье флеш-памяти, делать сброс разными способами, читать информацию по ADB и через EDL. Здесь довольно свежие модельки. Собственно, из-за Nova 9 SE я купил активацию на эту программу, потом я делал Nova 10 SE. Поддержка смартфонов Xiaomi с Qualcomm-овскими процессорами лучше в Anlock Tool.
Старые модели в Cheetah вообще не поддерживаются. Вот всего лишь две модельки Redmi Note 8 и 8T поддерживаются. Вот. Недавно пробовал разблокировать Redmi 8, у меня, к сожалению, не получилось. Так что делайте выводы. С Honor'ами что у нас тут интересного? Только X8 5G поддерживается. Раздел Unlock. Здесь у нас только разблокировка загрузчика. Какие именно модели, я вам не подскажу. Делайте на свой страх и риск. Тут не совсем понятно. Думаю, в будущем, если в интернете будет какая-то информация, я дополню описание к данному видео. Screenlock. Работает только на старых моделях с незашифрованными данными, то есть Android 5. То же самое, что и на МТК. Security. Какая-то безопасность. Backup Security, Restore Security, Reset Security. Создать резервную копию, восстановить резервную копию, стереть блокировку. О какой именно блокировке идет речь, непонятно. Возможно, это удаление имея или удаление экранного пароля. Идем в раздел Extra. Здесь у нас целый раздел, созданный под фирму Vivo и всех остальных. С одной единственной кнопочкой удалить пользовательские данные, то есть сделать сброс настроек. Создателю данной программы не помешало бы взглянуть на интерфейс программы Octoplus FRP Tool. Я считаю, у Octoplus самый лучший интерфейс, самый понятный. Давайте посмотрим, что умеет данная программа делать со смартфонами на процессоре с сплиттером. В разделе бренд у нас всего 4 бренда. Samsung поддерживается 2 модельки. Realme 1 моделька. 1,5 десятка моделей Motorola. И Nokia. Довольно много бюджетных моделей 2021-2022 годов. Даже есть какие-то планшетики. Также 3 вкладки. Чтение прошивки, запись прошивки и сервис. В разделе сервис у нас, если выбрать Nokia Factory Reset через диагностический порт. И также восстановление email и MAC адресов. Я не проверял, просто потому что не приносили подходящих смартфонов. У Nokia только сброс настроек. На Realme сброс FRP и MDM блокировки. Также сброс настроек для заводских. Ну, для тех аппаратов, которые в рекавере просят экранный пароль. У Samsung восстановление boot, сброс до заводских и сброс FRP блокировки на обеих моделях. Давайте посмотрим, что эта программка умеет делать на смартфонах Samsung с процессорами Exynos. Тут у нас список поддерживаемых моделей. Модельки в основном свежие. Примерно начиная с 2018 года по сегодняшний день. Список обновляется каждые 2 недели. В General Service чтение информации в режиме ADB, в режиме MTP, в режиме прошивки, сброс FRP через сервисное меню, команды звездочка решетка 0 звездочка решетка, обход MDM блокировки через ADB, сброс FRP через ADB, разблокировка сети через ADB, сброс настроек через режим прошивки и перевод из режима прошивки в режим BROM для смартфонов с медиатековским процессором. Также у нас есть кнопочка изменения региона прошивки. Это надо для того, чтобы по воздуху получать прошивку для другой страны. Например,
в индийских прошивках встроена функция записи звонков. В раздел Repair у нас есть возможность восстанавливать EMEI номера на смартфонах с патчем безопасности вплоть до июня 2021 года. Сам не пользовался, ни разу не приносили. Раздел Flash. Тот же Odin. Абсолютно тот же функционал. Не вижу смысла заморачиваться и подробно рассказывать. Только download режим. С выбором модели. Ничего особенного. Huawei. Модельки здесь у нас есть и старые модели, и модели вплоть до 2019 года. Но лучше пользоваться через выбор модели процессора. Выбрали модель процессора, замкнули testpoint, нажали Temporary Bootloader Unlock. А после того, как загрузчик разблокируется и смартфон перейдет в режим черный fastboot, жмете Reset FRP, либо Remove MDM Fastboot. Ну, с Google аккаунтом приносит по несколько раз в неделю, а вот с MDM блокировкой ни один Huawei на кириновском процессоре мне не приносили. Работает это все хреново. В Unlock Tool срабатывает все проще. Я пробовал разблокировать Honor 10i, там процессор Kirin 710F. Он вот, кстати, не по алфавиту внизу находится. И у меня ни черта не получилось. Я обратился в службу поддержки, мне сказали, а попробуйте через Kirin 710, и у меня все получилось. То же самое, разблокировав загрузчик, переведя смартфон в режим черный fastboot, можно прошить кирпич какой-нибудь, например. Распаковываете Update Zip, достаете из него 6 нужных файлов и шьете. Правда, не во всех прошивках есть все 6 файлов, тогда шьете те файлы, которые есть. Здесь можно шить в режиме Upgrade и в режиме Fastboot. Не знаю, зачем режим Normal, наверное, чисто для чтения информации. Переходим в раздел Xiaomi. Здесь также 3 вкладочки. Основная, чтение прошивки и, собственно, запись прошивки. В General у нас поддержка вот этих моделей. Старые модельки не поддерживаются. Работает это все в режиме Site Load, то есть заходите в Recovery, выбираете Connect with Mi Assistant и читаете информацию, делаете сброс FRP или обход Mi аккаунта или сброс. Но есть один момент. Это все нормально работает только на Android 11. На других версиях даже информацию не читает. Очень удобная строчка для проверки привязки Mi аккаунта к смартфону. Вводите 15 цифр EMEI номера, жмете Check Status. Вот у меня есть EMEI. Я заранее знаю, что этот смартфон не привязан к Mi аккаунту. Соответственно, EMEI не привязан. Телефон не привязан. Смартфон вообще к Mi аккаунту не привязан, разблокирован. Read для чтения прошивки, для чтения разделов. Можно вручную стирать какой-нибудь раздел, записывать определенный раздел. Все то же самое, что и в разделе Read Qualcomm. Раздел Flash. Здесь можно выбрать RAW Program XML для смартфонов с Qualcomm-овским процессором или Skater файл для смартфонов с MTK-шным процессором. Ну и галочка Skip User Data для прошивки без потери данных. Раздел Motorola. General Service. Выбираете модель, проверяете статус, блокирован он, не заблокирован, читаете о нем информацию. 100 лет Motorola в руках не держал. И здесь есть также функция разблокировки от оператора Spring
и тому подобных. Это в основном американские модели. Вы вряд ли их встретите. Все это делается за кредиты. Я ни разу не пользовался. Читайте на официальном сайте информацию. Fastboot. Раздел Fastboot. Значит, что у нас интересного в этом разделе? Давайте посмотрим, какие модельки через Fastboot поддерживается разблокировка Nokia. Здесь довольно много свежих моделей бюджетных, у которых нет recovery, соответственно, сброс настроек до заводских вы сделать не сможете. А программка утверждает, что сможет и убрать FRP и сделать сброс настроек. У меня, к сожалению, нету ни одной модели Nokia под рукой. Но как только будет, я сниму ролик, и ссылка на этот ролик будет в описании к данному видео. Прошивка в режиме Fastboot. Смартфоны с разблокированным загрузчиком с процессором Qualcomm через RAW Program XML. МТК-шное устройство с разблокированным загрузчиком через Skater файл можно прошить. Huawei-скую прошивку можно прошить. Ну и CHT файлы от бэкапов Cheetah тоже можно прошить. Снизу галочки «Защитить имей, номер и калибровки», «Отформатировать все», «Автоматическая перезагрузка». Ну и последняя вкладочка Calculation. Здесь какие-то малоизвестные фирмы. Из них я встречал только Oysters и Мегафон. И то все эти старые модельки можно разблокировать бесплатно. На 4PDA есть подробные инструкции. Вдобавок, эта функция работает только за кредиты. Главное достоинство Cheetah в том, что эта программа поддерживает свежие смартфоны Honor и Huawei с процессорами Qualcomm и удаляет FRP, блокировку по Huawei ID и исправляет ошибку Chip is damaged. Только из-за этого я и купил лицензию на год для этой программы. Переходим к недостаткам. Cheetah не работает с техникой Apple. Unlock Tool, в свою же очередь, умеет разблокировать много айфонов и айпэдов, которые еще не прошиты. Так называемая уязвимость RAM-диск. Умеет менять серийник через пурпурный режим. То есть можно на многих айпадах с сим-картой поменять серийник. Получится iPad с поддержкой только Wi-Fi, но при этом разблокированный. Поддержка Xiaomi с процессорами Qualcomm лучше в Unlock Tool. Особенно старые модели. По цене на момент съемки данного ролика стоимость годовой лицензии на Cheetah составляет $58, на Unlock Tool $49.90. И еще один момент. На Unlock можно купить лицензию на 3, 6 или 12 месяцев. На Cheetah можно купить лицензию только на год. У Cheetah на сайте нет нормальной таблицы поддерживаемых моделей. У Unlock такая таблица есть. Еще один плюс Unlock в том, что между сменой компьютеров в Unlock надо прождать всего 3 часа. В Cheetah этот период составляет 6 часов. Теперь представьте ситуацию. Вам написал потенциальный клиент с просьбой разблокировать ту или иную модель. На сайте Cheetah вы не найдете нормальной информации. Вам придется запустить программу, найти эту модель, а после этого, чтобы запустить эту программу на компьютере клиента удаленно, вам придется прождать 6 часов. Естественно, никто не согласится ждать. Это все, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. До встречи в новых видео. Всем удачных ремонтов!